Привет! Сегодня хочу рассказать, как я делала брошь фламинго. При ее создании я использовала разные техники. В том числе попробовала сделать объемную голову. Мне кажется, у меня получилось. Выглядит очень необычно и интересно, как игрушка. Или даже как настоящий волшебный фламинго. В самом начале рисую эскиз фламинго. Уже давно хотела попробовать сделать объемную брошь, но все время откладывала эту идею, боясь сделать что-то не то. Но вот время настало, и я приступаю к изучению волшебства. Перевожу набросок с помощью копирки. За основу для вышивки беру плотный фетр светло-розового цвета. Для создания объема у меня будет две дополнительные детали: слой с головой и шеей и голова. Так как голова будет состоять из двух частей, такие же элементы объема вырезаю и для второй детали. Для создания объемного крыла буду использовать проволочный каркас. Делаю его следующим образом. Беру проволочку, придаю ей необходимую форму и пришиваю. Важно помнить, что крыло нужно рисовать на фетре в зеркальном отражении, так как проволочку проще всего пришивать по карандашному контуру. Дополнительные детали склеиваю между собой и сшиваю. Края этих элементов становятся гладкими. Первым этапом начинаю вышивать клюв птицы. Вначале прохожу весь лайн контурным стежком. Далее заполняю вышивкой гладью. Чередую длину стежков, так границы теряются, и мне очень нравится, как выглядит вышивка при таком способе. Для черной части клюва использую 3 нити черного мулине. Для розовой части беру 2 нити розового мулине и 1 вышивальную нить с блеском. Для белой части беру 2 белые нити, так проще вышивать на уплотненном материале. Там аж 3 слоя, и игла плохо проходит сквозь них. Делаю окантовку клювика черной нитью. Приклеиваю и пришиваю стразы, это будут глазки. Кристаллы взяла темно-фиолетового цвета. Беру мулине более темного цвета и делаю теневые акценты на шее и теле птицы. Вышиваю лапки светлым и темным цветом, так вышивка выглядит более объемной.
Вышиваю крыло и туловище. Смотрю, чтобы фетра не было видно из-под крыла. Высыпаю подходящий бисер, и начинается творческий процесс. Бисер я подобрала еще на этапе эскиза. Сначала вышиваю крыло и начинаю с крупных деталей. В моем случае это пайетки. Располагаю бисер в хаотичном порядке. Пришиваю крыло к туловищу и вышиваю оставшуюся часть птички.
Вырезаю все детали, и теперь можно приступить к созданию ног. Их я буду делать из проволоки, так они приобретают гибкость, и их можно согнуть как угодно. В качестве сустава использую крупную бисерину фиолетового цвета. Если посмотреть на фламинго, то можно увидеть, что у многих из них фиолетовые ноги. Пришиваю их к ступням. Для укрепления головы и шеи использую проволоку, скрученную в 4 раза, и пришиваю ее. Обвожу готовую вышивку на фетре, коже и уплотнителе. Основная часть булавкой будет из кожи, а крыло и лапы будут из фетра. Сшиваю обе детали американским способом. Подробнее об этом методе можно посмотреть в подсказке сверху. Но вкратце, вывожу нить наверх, набираю бисеринку, прокалываю брошь снизу вверх и прохожу сквозь бусину снизу вверх. И таким образом делаю весь край. Часть крыла, выступающую за тело, обрабатываю американским способом. Сшиваю голову, добавляя одну бисеринку между деталями. Черную часть клюва сшиваю нитью мулине. Пришиваю ноги к туловищу. Примериваю булавку к заднику. Делаю вертикальные прорези и вставляю булавку в эти прорези. При желании можно пришить булавку к уплотнителю. Я так и сделала. Склеиваю все детали между собой и булавки также подклеиваю к коже. Стежки стараюсь делать ровными и равными. Кстати, можно заметить, что на фетре стежки еле заметны. Если вы еще не совсем уверены в ровности стежков, можно смело использовать именно этот материал. Вот такая брошь у меня получилась. Я уверена, получится и у вас. Эскизы оставлю внизу в описании к видео. Всем творческих успехов! С вами была Нерианда. До новых встреч!